Тропари второй песни канона Андрея Критского. Не все тропари, а группа тропарей, которая отсылает нас тематически к грехопадению. Вообще эту тему мы подробнейшим образом разбирали с вами, когда рассматривали первую песнь канона Андрея Критского. Там тоже была группа тропарей, посвящена теме грехопадения. И во второй песне такая группа есть, но все эти тропари рассматривают так или иначе один нюанс, один момент вот этого события. Напоминаю вам, что когда Господь сотворил Адама и Еву, сказано: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А когда они вкусили от древа познания добра и зла и отвернулись таким образом от Бога, то первое, что они увидели, что наги, устыдились и шили себе смоковные листья и припоясались, а потом Господь, уже изгоняя их, сделал им кожаные одежды и одел их. И вот этот момент, то, что пока они были святы, они были наги, а потом в результате греха, грех их как бы во что-то там одевает, они уже нуждаются в какой-то там одежде. Вот этот момент, он на все лады в этой группе тропарей так или иначе рассматривается. И давайте послушаем, что там говорится. «Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка зиждитель изначала, и оттуда лежу наг». Раздрах ныне одежду мою первую. Что за первая одежда? Адам и Ева не имели одежды, они были оба наги. Про какую первую одежду здесь идет речь? Здесь идет речь не об одежде, сделанную из листьев смоковных, или из кожи, или из какой-то ткани. Здесь идет речь об одежде святости, об одежде благочестия, об одежде добродетелей, которой Адам и Ева были как бы вот покрыты. Поэтому они не стыдились наготы своей, они были облечены вот в эту святость свою, непорочность свою, как в одежду. И вот эту первую мою одежду, которую мне исткал зиждитель изначала, зиждитель – Создатель, которую мне мой Создатель, Господь мой, Он мне исткал, Он мне создал эту одежду благочестия, одежду святости. Вот эту первую одежду я раздрах ныне, я разодрал ее. И поэтому лежу наг. Здесь понятно, что я не лежу и не наг. Конкретно вот я стою, и на мне одежда, но она тканная одежда. А нет на мне одежды вот той, одежды благочестия, одежды святости, которую мне создал Господь. И поэтому я наг от добродетелей. Нет их на мне. Нет на мне святости. Вот чем я наг, добродетелью. Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка зиждитель изначала, и оттуда лежу наг. Облекохся в раздранную ризу, юже истками змей советом, и стыждуся. А вот этот тропарь, он перекликается с предыдущим. То есть ту, которую Господь одежду мне создал, я ее разорвал, разодрал, а оделся в разодранную ризу, которую мне искал змей своими советами. Ну, под змеем здесь подразумевается лукавый, дух злобы поднебесный. Он мне насоветовал, я его послушал, и в результате я вот облегся вот в разодранную, рваную, недостойную одежду. Это не одежда добродетели, не одежда святости, а одежда греха. И стыждуся. Адам и Ева устыдились, когда увидели друг друга нагими, да, после греха. И я тоже стыжусь своей наготы, духовной наготы. Облекохся в раздранную ризу, юже истками змей советом, и стыждуся. Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыждуся. Погубил первозданную доброту и благолепие мое. Вот мне она была дана.
это доброта и благолепие. Ну, доброта это вообще хорошесть. Не просто доброта как некое одно качество, качество добра, а вообще доброта как святость. Вот эту первозданную свою святость и благолепие мое, которое у меня было от создания, я ее погубил, и ныне лежу наг. Это выражение мы уже разбирали. И стыждуся. Вот он опять этот стыд. Адам и Ева до греха не стыдились, а в результате греха только стыд познали. И я теперь стыжусь. Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыждуся. Сшиваши кожные ризы грех мне, обнажив имя первые боготканные одежды. А вот здесь видите, какая игра смыслов. Первая боготканная одежда, Адам и Ева были наги, но как бы у них была первая боготканная одежда, это вот эта одежда святости. И грех сорвал меня с эту одежду, обнажил он меня, но сшил мне другие одежды, кожаные ризы. Сшиваши кожные ризы грех мне, обнажив имя первые боготканные одежды. Облажен есмь одеянием студа, яко же листьем смоковным, во обличением моих самовластных страстей. Облажен есмь одеянием студа. Студ, стыд. То есть я обложен одеждой стыда, одет в нее просто. Одет в одеяние стыда, как в смоковные листья. Адам и Ева, как они оделись после своего греха. Во обличение моих самовластных страстей. Самовластных – это моих добровольных страстей. То есть я сам этого захотел. Это был мой выбор сознательный. И в обличение этих моих самовластных страстей я вот обложен одеждой стыда, как листьем смоковным. Облажен есмь одеянием студа, яко же листьем смоковным, во обличение моих самовластных страстей. Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно, течением страстного и любострастного живота. Живот – это жизнь. Течение живота – это течение нашей жизни. Вот есть моя жизнь, она определенным образом как-то идет, движется, течет. Причем она течет как? Страстно и любострастно. То есть устремление моей жизни так или иначе связано со страстями, с грехами. И вот этим та одежда, духовная одежда, в которую я облечен, она и осквернена. Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно. Студно, гнусно, вот так можно сказать, да? Течением страстного и любострастного живота. Оскверних плоти моя ризу, и околях, еже по образу спасе, и по подобию. Околях – это значит запятнал, испачкал, запятнал. Оскверних плоти моя ризу. Что значит плоти моя ризу? Моя плоть как бы одежда для моей души. И вот эту вот одежду, плоть мою, которая как бы риза для моей души, я ее осквернил и запятнал. Осквернил и запятнал то, что создано по образу твоему и по подобию. Околях еже по образу спасе и по подобию. Оскверних плоти моя ризу, и околях еже по образу спасе и по подобию.